интересно узнать, есть у людей такой, мы пару раз сказали, да, что гаплогруппа аргынов, она такая, иранская, ну, как иранская, условно, Армянское Нагорье, Иран, вот, происхождение оттуда. Я бы не назвал Армянское Нагорье, просто Северный Иран. Северный Иран, да. Хорошо. То, что есть у аргынов, это есть еще у армянов-амшенов, которые в основном живут в Турции и Причерноморье. Но это не у классических армян, как говорится. И тем более там далеки они, то есть это не близкое родство. То есть, скорее всего, предки аргынов вышли из Северного Ирана, потом оказались на территории Узбекистана. Это еще до, я думаю, до нашей эры. До нашей эры. Да. То есть это даже не аргыны, это просто какие-то люди, которые мигрировали, соответственно, там. Потом уже они как-то встроились уже в кочевое общество. Причем тут как раз-таки Маджму ат-Таварих, этот источник, который вот мы сейчас изучаем, рассматриваем, он тесно показывает, как это все... То есть они были мюридами в тарикате Ишкия, и, соответственно, были связаны с Ферганой. И только после этого, видимо, частично ушли к этим, в Золотую Орду. То есть, плюс еще надо сказать, вот есть два источника, которые необходимо перевести, чтобы понять генезис племени аргын. Помимо генетических исследований узбеков, таджиков, там, афганцев, это еще нужно перевести эти два источника. Первый — это Маджму ат-Таварих. Это, условно говоря, история такого алтайского треугольника, то есть, где на Иртыше жили восточные золотоордынские племена. Это Барын, Кипчак, Аргын. На юге жили могулы, куда входили кыргызы, условно говоря, и на северо-восточном фланге жили ойраты, то есть, которые тоже надо отдельно выделять. И это история вот этого вот треугольника геополитического, в котором жили вот эти три державы, которые между собой воевали. И второй источник, который надо переводить, это Тархан-Наме. Это история двух династий Аргун и Тархан, которые правили в Синди, в Индии. Согласно, то есть есть некоторые упоминания, что там аргыны восходят некому Аргун-Шаху или Аргун-Хану, и по версии некоторых людей это вот Ильхан Аргун, который правил в Иране. Но, возможно, это просто тезка. Но без перевода этих источников мы ничего не скажем. Потому что, на самом деле, аргыны как? Они сначала То есть была большая часть аргынов, которая все-таки жила на территории Золотой Орды. То есть их предки тусовались в Фергане, там, в этом суфийском тарикате Ишкия. Потом они обратно в Золотую Орду ушли, и в 1450 году Тимурид Абу-Бакр, Абусиид, точнее, бежит к нашему Абул-Хаиру старому, как говорится, который современник Джанибека Кирея, и просит ему: дай мне войско, помоги мне захватить престол. Абул-Хаир очень долго думает, почему-то там войска не дает, но Абусиид, находясь на Сардаре, находит себе кондотьеров, то есть наемников, которые его поддержат в его притязаниях на престол. И во главе этих наемников был Тука Тимурид, Джучид, потомок Джучи, которого звали Султан Байзид. Это троюродный, кажется, брат Хаджи Гирея, основателя Крымского ханства. И он был во главе с племени Аргын. То есть, получается, он с племенем Аргын выступили такими наемниками, которые помогли Тимуриду завоевывать это междуречие. Знаменитые аргынские ланснехты. Да-да-да, наемники, как ЧВК Вагнер, да? ЧВК Караходжа. Да, 15 века. И дальше что происходит? Когда они завоевывают, Абусиид начинает пытаться выбить табуретку из-под ног султана Байзида. То есть, будучи в Улусы-Джучи, эти аргыны, они подчинялись султану Байзиду. Но, когда он приходит, он не хочет иметь такого сильного оппонента. Нафиг от такого Вагнера зависеть, как говорится. И он что делает? Он этим аргынам начинает раздавать всякие феоды, земли. И 30-40 эмиров аргынов с 1450-х по 70-х, 80-х годах получают огромные земли, становятся эмирами, то есть получают огромный статус в тимуридском государстве. Причем один из аргынов потом в 1470-х годах становится правителем Ташкента вообще. Он хорошо описан в Тарихе Рашиди, как такой потенциальный абьюзер, который, условно говоря, домогался царевны одной, могулистанской. Но его потом казнили, как говорится. И получается, у этих аргынов у них были везде разные феоды. И часть из них, она потом сопротивлялась Мухаммеду Шейбани. И вот смерть этого одного из главных аргынов той эпохи, она заключалась в том, что он решил, что он, как в битве при Бадре, с малым количеством войска разобьет Шейбани, потому что он крутой аргын, а эти там хрен поймешь кто, как говорится. И вот это привело к тому, что они погибли, то есть и часть проигравших аргынов, она спустилась в Индию,
где основала династию и правила. А племя Тархан, которое рядом было их как бы как компаньонами, она тоже известна. Тарханы — это потомки Бадая и Кышлыка, конюхов Чингисхана, которые спасли его. И за это они с племени Килингут были, он им подарил, как говорится, называется, тарханные вольности, освободил от уплаты налогов, сделал свободную экономическую зону, условно говоря. И их потомки, они правили, то есть они были в Усть-Чагатае, но они правили и в Туркестане. Мухаммед Мазид правил в городе Туркестан. То есть он был соперником Мухаммед Шейбани. И вот они тоже от Мухаммеда Шейбани убегая ушли в Индию. И вот это сочинение Тархан-Наме, то есть история этих двух династий, она, безусловно, должна быть переведена для того, чтобы мы поняли раннюю историю и аргунов, и тарханов, которые там правили. Хорошо, возникает всегда вопрос у людей, а где находились аргыны во время завоевания Казахстана войсками Чингисхана? А вот это большой вопрос, вообще они существовали в то время или нет. Потому что это вот самая большая дискуссия. То есть, наверное, аргыны — это самый популярный для изучения род, потому что я уже читал больше 20 версий происхождения аргынов. Куда их только не относили, условно говоря. Ну, не считая вот таких экзотических версий про Аргентину, ну, там уже более локальные есть, но они тоже мало отличаются. Поэтому очень трудно сказать. То есть они не зафиксированы во время монгольского нашествия нигде? Да, трудно сказать, кто это. Потому что даже вот среди чингизидов, там потомок Хулагу, кажется, вот, был женат на женщине из рода Аргунан. Связано, не связано тоже. Часть теорий сводится к какому-то племени по названию Басмал, но это, видимо, совсем не то. Ну, это уже просто фантазия, честно сказать. Басмалы, Басмалы — это тюркское племя, которое там было соперниками, условно говоря, карлуков и уйгуров, но почему они аргыны, мне кажется, вообще нету никаких доказательств. Это народная такая вот folk history. Это не народная, это еще выдвинули, кажется, в начале 20 века люди. То ли Аристов, то ли Тынышпаев, но, к сожалению, они выдвинули, но аргументации нету. Угу. В 2015 году вышла совместная работа казахстанских и российских генетиков вместе с историками из Казахстана. Данная работа посвящена была исследованию гаплогруппы Г1А и тех представителей, которые проживают на территории Евразии. Оказалось, что данная гаплогруппа есть и доминирует среди казахских аргынов, башкирских канглы, ну а также определенных групп армян-амшенов, которые проживают на территории там, Турции и России. То есть это вот как бы та гаплогруппа, которая мало исследована была, и на тот момент это было как бы то исследование, которое закрыло определенное белое пятно. И что касается истории Казахстана, тут очень важно и интересно как раз исследование рода аргын, которые доминируют, условно говоря, в составе среднего жуза казахов. Мы исследовали генетику рода аргын на основе казахского шежире, фиксировали все родоплеменные подразделения людей, также в некоторых случаях фиксировали полное шежире, и у нас было сделано два вида анализов. С одной стороны были сделаны СТР-маркеры, то есть для всех аргынов, а также для 9 выбранных аргынов, у которых было полное шежире от его самого до родоначальника племени аргын, до, условно говоря, Акжола. То есть это, вот этих людей мы отобрали и провели им полный секвенс Y-хромосомы. Полный секвенс Y-хромосомы позволил взглянуть по-новому на датировку происхождения племени аргын и посмотреть, какие есть мутации, которые свойственны для данного племени. С одной стороны, вышло так, что согласно казахскому шежире, некий Акжол был родоначальником всех казахских аргынов, у него было 2 сына, от одного Карахаджи происходит большая часть аргынов, а от другого Сомдыка происходит другая часть аргынов, которые называются либо Шекты аргын, либо Токал аргын. То есть это младший аргын, который проживает на территории Тургая, в принципе, и к которым относятся в основном 2 рода, Саржитым и Шакшак, а также вот близкие им куча больших родов, то есть Байтажи, Акназар, там огромное количество родов, которые, в принципе, сюда же относятся. И они все известны под общим названием там Жоғары Шекты аргын или Томен Шекты аргын из-за их урана, точнее из-за их тамги, или они также еще известны как Токал аргыны.
Соответственно, исследование полных секвенсов и хромосомы показало, что, во-первых, возраст казахских аргынов по щежире совпал с возрастом по генетике. То есть было выявлено, что, в принципе, предок казахских аргынов проживал в середине 14 века, то есть в 1340-х годах, плюс-минус определенный там интервал ошибки, который может быть. А также, получается, по генетике, по щежире, если мы посмотрим, то Акжол действительно, скорее всего, проживал в то время. То есть мы знаем, что по одной легенде Акжол стал править какой-то частью населения после смерти Урусхана, то есть это 14 век. По другим данным, Маджмуат Таварих, он воевал, в принципе, в партии детей Тохтамыша. Его сын Карахаджа был послом Тохтамыша к Тамерлану, то есть он был также как бы начальником охраны Тохтамыша. То есть они были связаны с Тохтамышем и его сыновьями. И даже по Маджмуат Таварих Акжол был причастен к убийству золотарынского хана Пулата, который был ставленником Едыге. То есть это начало 1410-е годы где-то. И здесь мы видим, что действительно вот это время жизни Акжола совпадает по источникам и по щежире, совпадает с генетическим возрастом предка аргынов. Второй момент, который мы выявили, что есть определенные мутации, которые, например, отличают тех же аргынов младших, к которым относятся Саржитым и Шахшак, то есть от старших аргынов. То есть там есть общая мутация, которая свойственна только им, а не свойственна другим. То есть там было преследовано 3 подрода, то есть Толек, Саржитым и Шахшак. Получается, нашли общую мутацию для Толека, Саржитыма и Шахшака, то есть это общая для младших аргын, а также отдельная мутация для Саржитымов и Шахшаков, которые внутри уже самих младших аргын, условно говоря. Также стоит отметить, что большая часть родов оно относится к группе Г1А, и здесь есть некоторые определенные исключения, то есть мы знаем, что там род Таракты, они являются жиенами, и они уже теоретически не могли быть, принадлежать к аргынам по своей мужской линии. А также есть некоторые рода, которые отличаются по генетике от аргынов. Здесь стоит отметить, что аргын — это, наверное, самый дискутируемый род, и его происхождение имеет около 20 разных версий. И применив методы генетики, мы выявили, что, скорее всего, 17 версий происхождения аргынов, ну, такие, например, как арии и гунны, то есть, ну, это такая уже антинаучная немножко версия, либо то, что аргыны — это потомки аргына ойрата, либо то, что аргыны связаны с Кавказом северным, с рекой Аргун, либо аргыны связаны там с рекой Аргун, которая на Дальнем Востоке. Данные версии они генетически не подтверждаются. В то же время остались 3-4 версии, которые, в принципе, не противоречат генетике и имеют право на жизнь. То есть это одна из версий, то, что они связаны с племенем Аргу, которое жило на территории Тараза. То есть генетике это не противоречит, потому что племя Аргу еще не исследовано. Согласно второй версии, Аргын — это антропоним, то есть это имя человека, от которого происходит данный род. А кто он был, мы не знаем. Это вторая версия. Третья версия, что они вообще происходят по женской линии от племени Могулистанского Аркинут. То есть, ну, понятно, что женская линия — это жиены, соответственно, они уже должны отличаться по мужской линии. То есть, эта версия тоже не опровергается. Ну, и еще несколько версий, которые, в принципе, не противоречат генетике. И вот это исследование аргынов 2015 года, это было первым шагом по изучению, глубокому изучению казахских родов и сопоставлению, насколько данные казахских щежире совпадают с данными генетиками. В случае с некоторыми родами они могут не совпадать, и щежире может быть как бы короче на 200 лет, то есть выпасть 7-8 поколений из щежире. А в случае с аргынами вышло так, что казахская щежире и данные генетики, они совпали между собой. Вот я вам поставил этот ролик, чтобы вы послушали, что говорят современные, можно сказать, ну, ученые. Вот этот Сабитов Жаксық, он ведущий научный сотрудник, написано здесь, Института истории государства. PhD. PhD – это доктор философии. Ну, как бы по современному серьезная ученая степень, можно сказать, определенно. То есть он считается как бы знатоком по истории. И вот то, что он сейчас говорит, он как бы рассказывает как знающий человек, как понимающий то, что он знает и рассказывает вот людям, видите, на широкую аудиторию. И подобных ему, допустим, сейчас много людей, которые вот примерно
вот так же мыслят, как он сейчас. Я не буду это все его слова повторять. Вы сами слышали то, что он говорит. И таких много. Вот, если вы в интернете посмотрите, послушаете, они в основном все рассказывают вот такие написанные вещи, которые они начитались, изучая, допустим, этот вопрос, допустим, касаемо аргынов истории. Весь вопрос, вот как вся проблема именно только в том, какую информацию они потребляют, понимаете? Вот какую еду вы кушаете, вот так вы себя и будете чувствовать. Вот, какую информационную пищу вы потребляете, вот такое у вас и будет понимание, допустим, знания в этом вопросе. Вот его и ему подобных я вот сейчас часто встречаю, можно сказать, вот в интернете, когда я смотрю определенные ролики на исторические темы, и когда касаются вот аргынов, да, и там, когда смотришь комментарии, читаешь, полно вот подобного типа людей, ссылающихся на гаплогруппы, вот, генетический анализ и так далее, и так далее. Вот то, что вот сейчас слушали, наслушались. И с таким, как сказать, с пеной у рта они доказывают вот именно то, что они вот это съели, проглотили, как говорится, информацию. Я что хочу сказать, вот эта наука о гаплогруппах и генетический сейчас анализ, который идет, это совершенно новое дитё, можно сказать, вот научное дитё еще. Она еще только-только появилась, я только начала развиваться, и становление у нее есть. Ее нельзя даже назвать наукой. Наукой можно назвать только то, что уже можно опираться на это факты, законы, выведенные этой наукой. И они уже доказаны, понимаете, временем, многочисленными опытами и так далее. Хоть эмпирически, хоть теоретически. А это вот то, что вот они сейчас говорят, да, и они на это опираются, это не наука. Это только вот предположения, вот ихние, наукообразные предположения, вот генетические там, исследования и так далее. Это отдельный вопрос, это отдельная тема. Вот, просто я сейчас хочу коротко коснуться, но получается не очень коротко. Вот касаемо вот этой науки, да, то, что опираться на их исследования, да, надо для начала откалибровать их шкалу, да, систему координат, на что они опираются. Вот чтобы они говорили про аргынов там, с гаплогруппой там, G1 там, и так далее, да, вот эту систему координат надо провести, то есть провести огромный анализ научный, чтобы вот сказать, что именно аргыны, все аргыны, да, соответствуют именно вот этой, допустим, системе координат, понимаете? То есть от нее надо отталкиваться. Этот анализ я 100% уверен, они не делали. Вот сейчас вот в этом ролике только вверху была заставка, что они исследовали аргынов рода Естек, они вот написали. Они вот так написали. То есть там было там сколько-то там человек, 9 человек, что ли, он сказал, там отобрали. Там. Ну вот это разве это научное, это разве фундамент, понимаете? Это разве основа, на которую можно опираться? И с этого он делает вот такие выводы, да, и отвергает разные вот другие версии и так далее. Он целый анализ провел, там 20 версий, там 17 выпало у него, понимаете? Вот на основании этого он все выкинул, вот то, что он до этого там предположения разные начитался, да, вот все 3 только оставил, да. Я вот на это посмотрел, вот слушаю то, что он какие он оставил, а какие он выкинул, да, примерно я предположил, да, он оставил самые
ложные сведения, на которые теперь опирается как на истину, понимаете? Вот человек дальше как будет это проводить исследования, если он уже заблудился и теперь хочет в заблужденном состоянии дальше искать дальше истину, говорит, он уже ее потерял, понимаете, этот след. Он вот залез там в девы, да, допустим, в темный лес, и он там потерялся, да, и он в этом кругу каком-то там определенном, на лужайке, он хочет там найти эту истину, а истина совершенно там в другом месте, там в открытом поле осталась. Он уже там уже не появится, он хоть там будет трижды копать там под землю, и это сколько ни копает, он там не найдет правильную дорогу, правильную истину. Так, эмоции, ладно, ушли в сторону. Теперь касаемо именно самой темы, теперь я вам скажу так. Вот эти ученые, которые вот сейчас я привел, да, это люди, которые не столкнулись именно с той информацией, на которую именно надо обратить внимание, из которой надо черпать знания. Вот он говорит, что там все шижре, он там это исследовал, там провел анализ, там, да, и вот на основании этого всего он делает такие заключения. Ну, я 100% уверен, что поверхностно он там все прочитал, начитался, там, как говорится, верхушек нахватался, никуда не углубился, и вот все на этом у него там якобы там фундаментальные знания. Нет никаких знаний, ни одного я не увидел именно глубины знаний, потому что у него нету этой информации. Теперь вернемся именно, как говорится, опять начнем именно с корней, с корня начнем. Вот в этом вопросе, чтобы не запутаться, надо именно от самого начала, от источника начать. Источником у нас является наша Ата-Шежре. Я уже много раз в роликах своих ссылался на этот источник, вы уже, скорее всего, знаете. Вот книга Казбек Таусарула «Туп-Тухьяннан Юзмешин». Вот в ней как раз вся кладезь знаний, исторических знаний заключается. А у нас, у казахов, но кроме нас, казахов, там можно найти много исторических данных и про другие народы тоже. Если к этому очень по-научному подойти, вот как вот это сейчас Сайтофер анализирует, если он будет здесь хорошенько копаться. Но для этого нужно очень хорошо именно вот в эту тему углубляться, в которой я сейчас буду вам сейчас рассказывать. Вот в этой книге, в этом Туп-Тухьян Юзмешин книге в Ата-Шежре, там черным по белому ясно написано наша родословная от самого Кадыр Калша начиная. Сейчас я вам страничку с этой шежре вам, Ата Шежре сейчас я выложу, на нее смотрите, и вы там увидите, как мы от нашего предка Алаш, затем после него там Казак, наш предок, далее Арыс, настоящее имя Анарыс, и вот у Арыса там 6 сыновей. Вот. Ах, Пан, Жан, Бал, Болбек. Вот и от Жана, посмотрите, там видно, от Жана идет, значит, 2 сына, Ар и Кун. Вот 2 сына Ар и Куна. Вот это есть Ата Шежре. Вот у этих Ар и Куна по 3 сына. У Ара Ау, Су, Каз. У Куна, сейчас, секунду, я на память, Мас,
Хат, Шлап. Вот эти 6 сыновей, внуков вот этого Жана, которые происходят от Арихуна. Вот от этих людей их потомки назвались архунами. Правильное название Архун. Вот эти архуны далее в истории до нас дошло, что мы аргыны. Вот. Ну, казахские аргыны, это аргын сейчас называются. Вот это есть немножко искаженное, но по сути оно правильное. На самом деле ар и хун. Вот это истина. Вот это непридуманная вещь. Это реальные люди, жившие в свое время. Вот этот Арес, Анарес, настоящее имя, его греки назвали Анахарсис или Анархисис. Он в истории остался. О нем писали греческие ученые. И Геродот, и Страбон, и так далее. Вот все древние греческие ученые. Они все знали его, ссылались на него. Вот этот Анахарсис, это и есть вот этот Арес, Анарес, его правильно имя настоящее. У нас он называется Асом, потому что его мать прозвала, ласкательно назвала Аресом, и вот у нас, среди казахов, до нас дошел он Арес, как предок наш. Вот, и вот эти сыновья Ареса, вот потомки его составляют весь наш казахский народ. В данный момент мы все происходим от него. Вот эти Улужис Ак Арес, Уртажис Жан Арес и Кшижис Бек Арес. Вот это истина, это не легенда, не это, вот это факт. Вот в этой книге, которую я сейчас говорю, Казбек Тавасарова, это написано. И вот информация эта дошла до нас сквозь века. Вот благодаря вот этому нашему предку Казбеку Таусарула. Вот он был грамотный человек, он жил 300 лет назад. Вот. Во время вот этой казахско-джунгарской войны. Он умел писать, он получил очень хорошее образование по тем временам. Это как сейчас, вот высшее образование. Он полсвета обходил, чтобы учиться и в Кашгаре, и в Багдаде, и в Кабуле, в Стамбуле, даже в Риме он провел обучение. Вот этот человек нам написал вот эти истории о Ат-Шаджаре. В этом Ат-Шаджаре расписано 2500 лет назад наша родословная с тех времен. Вот. Начиная от казаха, это получается даже больше 2500, это почти 3000 лет. Вот это и есть основа наша. Вот это ар-кун, вот куны, вот сейчас я вам этот отрывок прочту, его Казбек Тавасарова, именно как он написал, сейчас вам, секунду. Вот, пишет так: Жан деген кісіден ар-кун деген екі бала болыпты. Ардың су, ау, қаз, құнның шлап, мас, хат деген балалары болыпты. Қазіргі арғын деп жүргеніміз осы екі ұлы адамның 6 баласынан тараған ұрпақ. Слышите, да? Олардың бірігіп арғын аталуы Алтайға ауған заманнан қалған дейді. Вот, перевожу вам. У Жана было 2 сына, Ар и Кун. У Ара Су, Ау, Каз. А у Куна Шлап, Мас, Хат. Были сыновья, вот имена этих сыновей. Сейчас
то, что мы называем аргын, тех, кого мы называем аргын, это потомки этих 6 сыновей этих 2 великих людей, говорит, Ара и Куна. Они, когда вместе пересекли Алтай, горы Алтай, на ту сторону перешли, вот с тех времен они назвались аргунами. Вот аргын аталу сол заманнан қалған. Это тех времен вот до нас дошло это название, говорит. Вот дословно я вам привел слова Казбек Бек Тауасарұлы, который написал эту книгу. Далее в другом месте он пишет: Қоңыратты арыстаған, ұлықтауды мекендеген ар тұқымының жасаған қарулары, темірден мылтықтары қазақ елі айналасындағы бөтен бөгде жұртты тітіреткен дейді. Вот это потомки вот этого ара, которые жили возле, значит, гор Улутау и Конрад, они, значит, производили железо они, значит, могли делать из железа оружие. Мылтықтары это, ну, вот, это стреляющее оружие. Вот. И қазақ елі айналасындағы бөтен бөгде жұртты тітіреткен дейді. Вот эти в те времена аргуны, проживавшие возле Улутау, нынешней, вот, вы знаете, Жезказганская область, вот в те времена они могли уже производить, это железный век фактически, производить разные, в том числе и посуду, то есть казаны отливали, но и, видите, оружие они научились делать. Вот и вокруг наших казахов, народы, которые проживали, они, в общем, начали опасаться казахов, потому что у них такое современное для тех времен было оружие из железа. В том числе стреляющие, я так понимаю, вот мылтықтар дейді. Вот. До нас дошли вот такие отдельные строки стихов Майқы Би жырынан. Вот есть такие слова: жанның ұлы ар мен құн, тартқызбас бізге зар мен мұң, түбі бірге түртпейді, одан болмас тұл мен құн. Вот такие стихи до нас дошли от человека, который жил 2000 лет назад, вот этот Майқы Би. В то время он уже вот такие вещи говорил про аркунов, ну и про аргынов. Я в одном из своих роликов про Ельсау-Би и там про хуннов я выпускал ролик предыдущий, вы посмотрите его. Там я подробно рассказал, что вот эти хунны, так называемые, да, которые, про которых в китайских хрониках пишется, 2000-летней давности исторических записях. Вот эти хунны — это есть наши казахские аргыны. Там подробно я вот этот весь анализ провел и вот это показал. Вот его посмотрите.
Вот история аргунов, она до такой степени она большая, что одним роликом невозможно все это рассказать, описать. Я единственное вам просто направление покажу, где можно про них исторические сведения найти. Вот все, что говорится про хуннов, это есть про история аргунов. Вот. Вот все, что вы там начитаете, это и есть аргуны. Теперь про гуннов то же самое. Вот эти хуны, в свое время потерпев поражение от китайцев, вот во времена вот этого великого переселения народов, начала вот этой эры, вот примерно во времена гуннов, вот Атил и так далее. Вот до этих времен аргыны как раз и часть аргынов начала перебираться в Европу. Вот этот Атила, это и есть предводитель гуннов, а гунны это и есть вот эти аргыны. Вот это тоже история аргынов. Вот Сабитов вот ищет там историю аргынов, не может найти, там путаются они. Нет информации и так далее. Надо разбираться и так далее. Вот все, что про гуннов рассказывается, про Атилу и так далее, это история аргынов. Вот. И реки на Кавказе Аргун и в Дальнем Востоке Аргун, и вот это даже Орхон, вот это, и Орхон Енисейский, вот эти есть же камни нашли там, памятники. Вот Орхон это тоже аргын, искаженно просто Орхон сейчас произносит. Так что жақсылық надо казахскую историю изучать именно с казахских источников. Если он будет также продолжать там арабских, там всяких Рашид ад-Динов, там этих персидских там читать, там китайских читать и так далее, русских вот этих читать, да, и только он никогда не поймет, не найдет это истину. Вот что значит, как можно заблудиться средь бела дня, как говорится, да, и не видеть то, что перед глазами находится. Вот. Вот так что Атил, у Атила отца тоже звали Акжол, кстати. Вот. Акжол – это Даир-Хожа, которого в 15 веке, в середине 15 века убил Кобланды-Батыр. Это другой Акжол, но тоже аргын. В истории, можно сказать, именно Аргын-хан, там, Аргын-шах, там вот как этот Сабитов упомянул, таких в истории было, так скажем, несколько. Не то, что много, но несколько. И именно какой из них, это надо в каждом конкретном случае смотреть. Вот Акжолов тоже было несколько. Вот этот Акжол-би, это который Даир-Хожа, он тоже предок, прародитель аргынов сейчас считается современных. Это только вот это в 15 веке жил. Это только он тоже сам потомок этих предыдущих аргынов, которые там до него жили. Вот. И к нему сейчас шежире современные сейчас, которые сохранились, на которые вот ссылается вот Сабитов, которые он говорит, там, изучили все, они все короткие, укороченные, они не полные. Вот время вот это, то есть вот это слишком много времени прошло, и потерялись и вот эта информация, и то, что до нас дошло, это вот именно до 15 века шежире, она неполная. Вот этот Хазбек Тавасарұлы нам указал, с какого места она начинается. Это 2500 лет назад. Вот тогда жили вот эти Ар и Хун.
это сыновья Арыса. Если Арыс сам жил 2600 лет назад, вот Ара и Кун жили вот как раз 2500 лет назад. Вот оттуда надо Шежире искать и, значит, до сегодняшнего дня доводить. Оказывается, вот Бухар-Жырау наш, он же тоже Каракесек Аргын. Вот он, оказывается, знал 73 колена своих предков, именно Аргына. Вот в то время, когда он жил, это вот 1700-е годы, вот 73 колена знать своих предков, это примерно, это почти что может быть до настоящих вот этих Ара и Куна. Вот он, скорее всего, вот это Шежире, он знал, и вот этот Казбек Тавасарулабек, вот этот, который вот эту книгу написал, он этого Бухар-Жырау лично же знал, они современниками были, общался. И вот этот Бухар-Жырау, оказывается, попросил вот этого Казбек-бека Тавасарула записать его Шежире. Вот. И этот Казбек ему написал 73 колена, говорит, я ему написал, ему отдал, он попросил. Вот это не дошло до наших времен. Вот очень жаль, конечно, но это хоть подсказка, где можно найти, допустим, искать вот это Шежире. Вот надо потомков Бухар-Жырау сейчас искать, современных, кто остался, есть, скорее всего. И вот у тех, кто остался, надо поинтересоваться, какие у них есть, может быть, там остались какие-то записи старые, старинные, у кого-то, может, что-то сохранилось, может, кто-то что-то знает, слышал, где это могло остаться, кому передали, может быть, в каком-то музее, в каком-то архиве, может быть, оказалось, или у кого-то там на руках было. Вот как вот эта книга Туптухаяна Нозмешин оказалась, вот, дошла до сегодняшних дней с помощью вот Ураза Жандосова же, которого в 1937 году расстреляли, в 1937 году, под репрессии попал. Вот. И также вот какие-то источники так потерялись. Но вот это хоть нам, я говорю, нам очень повезло, что вот эта книга до нас дошла. Это такая удача, такое везение от Бога. Вот, то есть потомков Бухар-Жырау надо поискать, с ними пообщаться, может быть, где-то что-то есть, и вот там поискать старые записи вот на арабской вязью, которая Тети Жазу, вот, которая, может быть, у кого-то сохранилась, и кто-то, может быть, их имеет, да, но так как не понимает, они валяются где-то в чулане где-нибудь, как старые, допустим, записи, но непонятные сейчас. Да? Сейчас все на кириллице читают. Вот. И причем сейчас просто люди много чего не читают, люди книги не читают. В советское время еще хоть более-менее там это чтение было такое занятие, довольно, можно сказать, распространенное. Телевизор раньше не особо там было интересно, много информации в книгах было, люди много читали, библиотеки ходили. Сейчас, мне кажется, в библиотеках, наверное, людей мало, наверное, встреч. Я давно не был в них. Ну, сейчас, наверное, меньше читают. Вот такая, может быть, где-то записи лежат вот, именно Тети Жазу, именно арабской. Раньше по-арабски в основном писали, арабскими буквами. Вот если найдется, поискать и вот попробовать перевести, и, может быть, действительно найдется его вот эта записи где-то. Хотя вот эта книга и так 4 раза переписывалась за 300 лет. Вот эта Туптухаяна Нозмешин, вот эта книга за 300 лет 4 раза переписывалась. Потому что не выдерживала время. То есть вот эти бумага, чернила, которые были написаны,
Они, видать, это рассыпались, что ли, в общем, блекли. Они не выдерживали время, приходилось переписывать. Так что с тех времен какие-то письменные источники до нас, чтобы дошли, это очень надо постараться сохранить, конечно, это непросто. Вот я вам вот это направление подсказал, где искать информацию. Вот я вам подсказал. Вот теперь я вам скажу, вот вышла книга недавно Асқара Селеубаева. Асқар Селеубаев «Аламыз бар». Совершенно недавно свежая. «Евразияның шынайы тарихы». Вот ее найдите, вот ее почитайте, вот у вас глаза раскроются. Настоящую историю Евразии. Вот этот человек, Асқар Селеубаев ағамыз, он 20 лет вот эту книгу изучал. Туп-Тұқияннан өзіме шейін Қазбекбека Тауасарұлы, вот эту книгу он 20 лет изучал. То есть некоторые люди почитают, да, бросят, да, люди, прочитал все и другими делами занялся. Этот человек понял, что здесь очень много ценной информации, и он, изучая ее, накопал очень много исторических открытий, можно сказать, сделал. Вот эту книгу найдите, закажите, он, кажется, продает еще. Но она малым тиражом вышла. Вот найдите ее, вот там вся история Евразии нашей, о всех народах и государствах, почти там 90% всех там, кто сейчас живет, как они, ихняя история, откуда они родом, вот там все расписано сейчас, он, основываясь на вот этой книге, на данные вот этой книги Қазбек Тауасарұлы, он сделал исследование, вот ее опубликовал. Так что найдите вот эту книгу и на ее почитайте, и вы там много чего поймете, как глубоко уходят корни нашей истории. Вот, а теперь вот насчет вот иранских корней якобы вот у аргынов, я вам сейчас это объясню. Вот якобы аргыны из Ирана пришли и так далее. Вы вот путаете, потому что вот корней не знаете. Это не аргыны с Ирана пришли, а аргыны, они отсюда, от наших корней. Вот мы все в основном, мы все вот все тюрки родом происходят из-под Алатау. Вот говорят же сейчас тюрки родом из Алтая. Вот такое предположение, оно сейчас распространилось везде. И все так считают, так оно и есть. На самом деле неправильно, не из Алтая мы родом все тюрки. Мы все тюрки родом из Алатау. Вот Алтай и Алатау, она примерно созвучно. Но вот эта Алатау, она колыбель всех тюрков. Вот это Жетису, район Жетису. И там вот сейчас находится город Туркестан сейчас, в Казахстане. Вот эти места, это и есть начало, как говорится, всех тюркские народы. И не только тюркские. Можно сказать, что все народы произошли вот из-под Алатау. Вот с этих мест. И они распространились на весь континент Евразии. Вот это, можно сказать, это как это пуповина, можно сказать, вот это бесик, алтын бесик. Район Туркестана, это Алатау, Жетису, это колыбель всех народов, не только тюркских. Вот отсюда наши предки распространялись и на запад, и на восток, и на север, и на юг в том числе. Вот аргыны,
как раз в те далекие времена, это еще во времена Ильсауби, Ильсауби жил примерно 200 лет до нашей эры, 200 лет до Христа. Вот примерно в те времена, когда в определенных там этих междоусобных войнах наши племена в те времена, которые жили, там были и аргыны, и найманы, и жалаиров еще тогда не было, ну, улужис, уйсуны, там киреи, вахи и так далее. Вот в те времена они назывались в том числе и так же, но еще были у улужиза бахтияры и байтереки. Вот бахтияры в то время это предки нынешних улужизов, уйсунов. Вот. Они в те времена ушли в Иран. Там определенные события были, тоже междоусобные войны, и народ их ушел в Иран. И вот там они назвались Бактрией. Вот с те древние времена бактияры, их назвали бактрийцами. Вот в древних греках эти записи остались. Это и есть наши бахтияры. А бахтияры – это казахи улужуза тех времен. Вот вместе с бахтиярами тогда ушли частично и наши другие роды, в том числе и аргыны тоже ушли. Вот эти аргыны, которые туда ушли, это вот эти потомки Ара, в основном Ара. Вот Ара и Кунж, да, вот Ара потомки ушли в сторону Ирана, и их потом назвали ариями. Вот откуда арийцы называются. Название пошло. Вот так как они там оказались, в тех регионах, они там осели, ассимилировались частично. То есть частично сейчас народ иранский, он в том числе и казахский тоже. То есть они перемешаны уже с древних времен. Вот аргыны, вот это и есть арии. Вот поэтому вот сейчас то, что вот это говорят, что там типа аргыны пришли из Ирана там и так далее, они там просто живут. Но они живут, потому что они отсюда сначала туда ушли. И там вот осели. Теперь они как местный народ там оказались. Вот поэтому вот этот Сабитов, он путается, думает, что мы вот наши казахские аргыны, он думает, что мы не местные здесь, что мы типа из Ирана пришли, что мы персы так частично. Вот видите, вот у человека запуталось все в голове, бардак в голове, можно сказать. Вот, поэтому такие вот выводы делать, и он сейчас их хочет сказать, что вот, то есть он свои вот эти предположения, он сейчас будет обосновывать, доказывать и всю жизнь на это ссылаться. И опять за ним, который он сейчас в книге там напишет, научные, да, наукообразные книги напишет, и потом люди начнут на него опять ссылаться все. Вот. И опять там целая плеяда там заблудших историков вырастет за ним. Вот поэтому это неправильно. Вообще, вот Чингисхан, он наш предок тоже, видите, вот сейчас его спроси, Чингисхан, он, скорее всего, скажет, что это монгол. Монгольский хан скажет. Вот такие люди, вот сейчас полно таких. Вот я про это, я не знаю его мнения, да, но я вот на 90% уверен, что он так скажет. И там приведет кучу там доводов, там аргументов и так далее. Вот. А я ему вот скажу, что Чингисхан – это наш казах из рода Жалаир. Вот конкретно вот здесь написано в этой книге у Хазбек Тавасарова, его родословное, что он 25-е колено от самого Жалаира. Жалаира – настоящее имя Мирке. Жалаир – это прозвище. Вот. Целое племя там по прозвищу Жалаир назвалось. На самом деле его зовут Мирке, ихнего прародителя. Вот. У рода есть прародитель всегда, то есть отец, то есть дед, прапрадед, от которого пошли потомки.
Вот этот прародитель вот Жалаира был в Мирке. Вот сейчас вот рядом на Чу, там Алматинской области Чу есть же, Мирке, там городок, станция Мирке есть, по-моему. Вот это и есть по его имени, по Мирке. То есть в этих местах, видать, жил вот сам этот прародитель этих Жалаиров. Вот. Там и много тарахты живут в этих местах. Они не просто так там живут, тарахты в Мирке, в этом районе, потому что это их на самом деле прародина, вот их предок жил в этих местах. Но тарахты, они думают, что они аргыны. Это тоже вот заблуждение, это видите. Они не аргыны на самом деле. Вот в Шежире он считается жиеном. Но я нашел их, этот корни, вот они как раз потомки, они жалаиры вообще. Туптухьяна Жалаирдан тарайды. Потому что у Жалаира, у Мерке было 3 внука. Ошақты, потом Жазықты и Тарақты. Вот как раз Тарақты, его потомки, они вот во времена как раз Чингисхана, Золотой Орды, они вот распространились на вот Архажака, вот наш Сарварку, Центральный Казахстан, Северный Казахстан распространились. И вот вместе с ними, то есть они среди аргынов, значит, стали жить. И аргындарға сіңіп кетті. Вот такая вот история на самом деле у них. А так они на самом деле улужыз Жалаир. Поэтому у них и танбасы, тамга у них тарах, у тарахта. Как у Жалаиров, тоже тарах. Вот такие вот вещи. Вот эти вещи вы, допустим, не узнаете, если будете вот слушать вот и читать вот такие вещи, на которые начитался, вот, допустим, вот этот ученый, вот Сабитов. Вот я его несколько раз там видел в разных этих где-то программах, где-то у него. И вот когда он начинает это говорить, я уже не могу, я уже переключаю. У меня просто нет сил. Это надо человека полностью заново, как говорится, переучивать, можно сказать. Он историк, да, то есть его надо заново все начинать, как говорится, с корня ставить все на место, потому что у него такой бардак в голове, много всего информационного мусора, и она все, короче, то есть и главное, что он делает неправильные выводы из этого всего, то есть он плохо, что он не сомневается, вот, и, значит, выбирает ложную дорогу. Вот в чем проблема. Вот что я хотел сегодня вам рассказать. Знаете, что аргыны – это потомки Ар и Хун. Хунны и гунны – это те же самые аргыны. Атила – это хан наш, аргынский хан. Вот, я сам тоже аргын, из рода аргын, вот, под рода Атагай. Вот. Поэтому я вот в Шежире тоже изучал аргынов. Да, я знаю, что неполная Шежире, но так другой информации не было до этого момента. Я тоже там был в неведении, не знал, но какая-то интуиция меня привела к тому, что вот я вот узнал, интуитивно я, можно сказать, вычислил, что аргын это не так, как вот сейчас пишут, или, произносят аргын. На самом деле это аркун, правильно. Вот это я уже вычислил, так скажем, не опираясь даже на вот этот историческую книгу Казбекбек Таусарула. Я раньше этого, так скажем, интуитивно, можно сказать, там,
мен аруақтарыммен сондай бір аян берді ме, солай ұққан бар. Не знаю, как по-русски это сказать. В общем, казахтар поймут. Вот. А потом я уже вот нашел вот эту информацию, я полностью подтвердил свою интуицию, что Ар и Кун, оказывается, вот но я не знал, что это два разных человека. Я просто именно название Ар-Кун вычислил, почему оно так называется. И вот я чувствовал, что Куны, Гуны, Хуны это тоже аргыны. Вот оно так и подтвердилось на самом деле. А заодно вот в этом ролике расскажу, что означает Ар и Кун. Вот эти имена наших предков. Тоже я интуитивно это понял. Раз уж я этот ролик записываю для аргынов наших, я это расскажу. Ар и Кун это означает, вот Ар это честь, а Кун это достоинство. По-русски, если переводить, смысл в этом. То есть, видать, Жан, наш предок, раньше наши предки были честными и достойными людьми, честь ставили выше жизни. Вот, и вот эти качества, они больше всего уважали в людях. И, видать, вот наш предок Жан назвал своих сыновей Ар – это честь, а Кун – это достоинство. Вот, честные и достойные, если по-русски говорить. Вот в честь вот этих, с таким смыслом дал он имена своим сыновьям. Вот я как бы это не могу никак доказать, это чисто мое внутреннее чуйка, как говорится, мне подскажет. Почему? Потому что я знаю аргынов, вот основную массу аргынов, у них внутри, вот в крови вот эти качества, они заложены. И поэтому я как говорится, не удивляюсь, что вот так вот именно оно с таким смыслом было сказано. Вот. Это основное качество достойных людей. И вот на протяжении веков истории вот тюркам приписываются вот такие качества в основном. Это не просто так. Честь и достоинство выше жизни. Жаным арымның садағасы. Қалай деуші еді? Переход на казахский язык такой сложности доставляет. Жаным арымның садақасы. Малым жанның садақасы дейді қазақ. Міне, осыны ұмытып қалыппын. Вот это и есть, эта поговорка казахская указывает честь и достоинство выше всего. Вот это то, что я вам сейчас рассказываю, оно где-то лет там 15-20 назад оно не было такой ясной формы, оно не было вот это знание, так скажем, в свет оно не вышло. Вот сейчас то, что я сейчас вам говорю, именно в такой форме это знание родилось, не так давно. Примерно не так давно, 3-4 года назад примерно. Вот. А лет 10-15 назад я тоже
не знал, сомневался, что даже раньше вообще не задумывался, аргын, откуда название происходит, почему мы так называемся и так далее. Вот. Вот теперь я точно знаю, ясность полная. Вообще в советское время нам как бы вот это к истории интерес так отбили в свое время. Советские вот эти системы образования, она именно по истории, она политизированная была. И мы раньше не знали про это. Сейчас все открывается, все это, что история наша искажалась и так далее, не говорили. У нас история Казахстана была такая тоненькая книжечка была, как брошюра была, когда мы в школе еще учили. И там в ней там практически ничего не говорилось, ничего практически не было, кроме как восстание Амангельды, вот. И даже, по-моему, Кенесары хана, о нем тоже ничего, по-моему, не говорилось. Вот восстание Кенесары только рассказывалось. Вот. Потом, как Казахская республика образовалась, как революция была там и так далее. Вот это советское время там написали. Потом вот эта история КПСС была в те времена советские. С этой историей КПСС, с этими съездами там, нам так голову заморочили, что вообще отбили все желание к изучению истории. Она такая была для нас неинтересная, потому что вот такой маразм какой-то был на уроках истории. Там, на уроке истории, когда готовились, даже прямо с таким нежеланием это все делали, потому что было непонятно и ничего интересного. Вот это те времена были такие. А вот последние вот лет 20 действительно много чего начало открываться, много информации появилось. И вот это то, что технологии стали развиваться, вот интернет, компьютеры появились, и вот такие, как говорится, в файловом виде информация, книги стали появляться. Вот это дало толчок развитию вот этого направления исторического тоже. И мы стали, так скажем, черпать много информации, она стала в интернете появляться. И вот последние 20 лет, если вот посмотреть, на самом деле очень продвинуло вот это направление, то есть историческое направление. И историей стало заниматься интересно, и возможностей стало больше. Вот особенно сейчас те, кто историей занимаются, вот я вижу, там блогеры есть там разные, они с помощью интернета в разные библиотеки могут зайти, мировые библиотеки, и не выходя из дома, получать целые книги, целые вот, такие информационные источники, томами набирать и потом их обрабатывать. Они могут изучать эти материалы, можно сказать, не выходя из офиса. Вот это очень такое облегчение и продвижение дало толчок в развитии, в изучении этой исторической науки. Вот нам, можно сказать, повезло сейчас. И поэтому стало много возможностей и стало интересно этим заниматься. Вот я последние 10 лет я плотно историей увлекся. И она, наверное, правильно, потому что уже в осознанном таком возрасте, зрелом возрасте, информацию, когда черпаешь, ее перевариваешь, больше понимаешь, так скажем, есть больше знаний и способностей анализировать
информационный поток, где мусор информационный, где есть зерна, то есть есть такая чуйка, можно сказать, вот, где стоит копать, где не стоит копать. Вот такие моменты все влияет на вот процесс изучения. Вот, дорогие мои, я вот сейчас этим поделился с вами. Послушайте это и для себя, значит, запомните, кто такие аргыны. Аргыны, они сейчас по всему Евразийскому континенту распространившийся в свое время род был. Сейчас их потомки, их посчитать очень трудно. Они во многих народах внутри сейчас, значит, аргуны, они сейчас живут, их потомки, тех древних аргунов. Мы в Казахстане, которые аргыны, казахские аргыны, мы тоже их потомки, но мы казахские потомки, как скажем. Мы атажурт, можно сказать, тех древних аргынов. Мы остались на колыбели, как говорится. А другие потомки, тоже наши братья, в каком-то там 90-м колене мы сходимся в нашем предке Ар и Кун. Но они уже в других народах, они уже видоизменились, они не похожи на казахов, на нас не похожи. Непонятно, на кого похожи. И языки у них другие, и внешность другая, менталитет другой. Вот, все изменилось. Вот. Поэтому вот эти иранцы нынешние, которые вообще считаются персами, они тоже частично, и аргыны тоже там ассимилировались. Вот если на них посмотрите, вот сравните их, допустим, с нами, например. Там аргыны, здесь аргыны. Вот я, допустим, общаюсь с аргыном, тоже рода Атагай, но он в Крыму, вот крымский татар. Вот. Он тоже не забыл свой род. И, представляете, аргын и именно Атагай. Вот. Он крымский татарин, сейчас живет в Крыме, например. Вот мы с ним общаемся через интернет. Но он внешне совершенно другой. Он как кавказцы. Вот. Да, он внешне как кавказцы. Вот. Такие вот они. Так что не удивляйтесь, что на Кавказе есть река Аргун. Вот. Это по нашему предку она называется Аргун. Вот. Потомки аргунов это и чуваши, и авары. Вот. Почитайте вот эту книгу Евразия Ншная Тариха Асхара Селюбаева. Там поймете, почему я так сейчас говорю. Вот эти венгры, так скажем, почему венгры, не знаю, называется, но Хунгария, мадьяры, мажары, они конкретно это тоже аргыны, потомки Ара и Куна. Вот Кун-Ар это и есть Ар-Кун, просто по-другому. Сначала Куна назвали, вот, а потом Ара. Вот они потомки Кунара. Так что среди китайцев там пол Китая, может быть, там аргыны тоже среди них. Ну, пол Китая, короче, казахи, это точно. Так что не удивляйтесь, вот, кто меня слушает, этот ролик. Я это все не просто так говорю. Я вот это, зная вот родословную и проанализировав распространение вот тех древних народов, которые жили в районе вот Алатау, колыбели тюркского мира, вот здесь, Жетсу. Вот, я вот это, зная, это сейчас говорю, так что не удивляйтесь. Так что аргынов много, и посчитать их практически невозможно сейчас.
Вот. Многие там живут, в других странах, в других народах, они даже не подозревают, что они тоже аргыны. Вот, так что не удивляйтесь. Знайте, для себя знайте ата шежире. Вот самое главное, вот изучайте вот это ата шежире. Вот это и есть ключ к истории всего мира, можно сказать. Давайте, аман болыңдар, сау болыңдар. И вот я в подтверждение своих слов, то, что я вам сейчас говорил, еще послушайте вот Аскара Селиубаева, вот, про аргынов, то, что он говорит здесь. Послушайте. Вот услышите то, что я вам говорил, что я не просто это все придумываю. Ал Асқарға арғындар, арғын руы жайлы қысқаша мәлімет беріп кетсеңіз. Енді арғын деп жүрміз, шындығына бұл Қазыбек бекерден бекер жазбайды ғой. Ол Арыс атамның алты баласын айтады ғой, алты баласы ауыздап кетеді, бесеу өрксе бермес алады дейді. Ол Майкбейдің өлеңі. Сонда жаңағы жанның ұлы армен құн дейді. Бай тартқызбас, бізге зармен төбірге түртпейді, одан болған сұлмен құн дейді. Сол жанның ұлы армен құн деген екі адам болған. Ардың аусу қаз деген баласы болған айтады. Құнның мас қатшылап деп. Енді осылар тарас берейік. Мына авар деген ел бар. Бірінші құңғарды айтып берейік. Арғынды айтайық, құн дедік қой. Енді Хунгария дейтін еді. Ар мен құн со арғын болып кеткен кезде. Арғын, екеуі Қазбек айтады, бұлар 6 айдан асып Қытайдың жеріне кеткен, содан арғын аталды дейді. Айтты екеуі екі ата дейді. Ари, Гуны деген осы арғын. Иә, сол Арис деп отыр, оны тарихтағы арлар. Мына неміс, оңтүстік неміс. Демек тарих тереңде жатыр ғой. О, тереңде жатыр ғой. Бұл кісілер 2500-2600 жылдың арасында өмір сүрген адамдар ғой. Сонда құн мен ардың аттан Хунгар дейтін ел бар. Хунгария дейміз. Біз Венгрия дейміз. Құн ар деп тұр ғой. Құны бірінші тұрда ар тұр. Бірақ қазақтар оларды мажар дейді ғой. Мажар дейді. Мажар деген ру бар ғой. Сол түбінде Еділ бабаның орталығы сол жақта болған ғой. Жаңағы Хунгарияда. Еділ адан шынады. Оны еуропалықтар Атилла деп кеткен. Оның Біләдан деген інісі болған. Оны Біледа деп қойды. Ал шындығында сол Хунгарлар арғындар. Содан кейін Арагон дейтін ел бар. Испанияда. Ол да Аргон деп тұр. Бургун дейтін ел бар. Францияның солтүстігінде Бургундский шампанский деген бар атақ. Бургундия деген ба? Иә. Бур деген керейдің баласы түптік жаңда тұр. Бұл енді құн пен ар. Енді ардың ау деген баласынан авар дейді оны. Авар болады сонда. Біз Австрия дейміз, Аустрия дейді екен. Авар деген жаңа нелер ғой? Дағыстандағы аварлар болар. Оның кейін Қазар деген екінші. Қаз деген баласы, Қазар деген ел бар. Қазір Ауғанстанда 2,5 миллион қазақ тұрады екен. Парсы болып кеткен. Иранда 2 миллиондай. Ол Украинада, Ресейде, Қаптауында, Азербайжан құрамында да Қазар деген ел бар. Азербайжан деп жазып берген. Сол ар деген ардың ұрпағы. Ардың қазы. Содан ардың ұрпағы, қаздың ұрпағымыз Қазар аталған. Ал енді суар. Судың баласы, ардың баласы суар аталған. Шуаштар. Оны Бартолд жасады, сувар деп. Сувар деген ел ме, тайпа ма дейді. Шуаштар дейсіз ба? Суар болып жазылып, орыстар шуаш дейді. Шуаш деп жаңа кетіп қалған. А шындығында солар түрік, ардың су деген баласынан. Діндер қалай екен ол шуаштардың? Шуаштарды чоқындырып жіберген шығар. Христиан болып кеткен шығар деймін. Арғындардың... Бірақ олардың тілдері чуваштар қазақ қатты келеді екен. Керемет, құсай. Бір мен бұл кісіні Стамбулда көрдім, бір қызын. Сендерде сұлу деген не десем, не деп айтады дейді. Бір нәрсе ару деп айтады деді сұлу дегенде. Ағару деп айтады дедім ба. Ол қазақтарда да бар ғой дедім. Сен бізде сұлу деген ару деп айтады деді. Олардың тілдері жолған, көбісі орысша сөйлейді, өздерінің тілдерінің енді көп нәрселері қалмаған, бірақ ұлттық болмыстарында кішкене сақталған нелер бар енді. Ұрандары Ақжол ғой. Арғындардың Ақжол деген ол батыр болған ба? Ол батыр да болған, би де болған, арғынды билеген ғой. Кезінде мына Әбілқайыр ханның кезінде Ақжол би арғындарды билегенде Қара Қыпшақ қобыланды, Қыпшақтарды билеген. Екеуінің арасында бақталас болып, жаңа Әбілқайыр Қобыландыны жақтағанда, Қобыланды Ақжол биді өлтіріп қойған ғой. Сол оның үстіне Әбілқайыр
енді жаңағы аталары шариғат жолын ұстаймыз деп намаз оқып кішкене қазақтың дәстүріне көрмедің қазақ даласын дейді ғой Асан Қайғы. Бір атаның баласын екіге бөліп барасың дейді. Өзің өсірмеген тұрған, өзің өсірмеген қауымды тұрсың босқа жарғалы дейді. Сонда бір атаның баласын екіге бөліп, қазақ өзбек деген бір ел еді ғой. Әбілқайыр бөлді ғой сонда. Соның бөлінуінің себебі соған жаңағы Ақжол биді қара қыпшақ қолынан өлтіріп қояды ғой. Жаңағы анау қарусыз болады, бұл кісі қарумен келіп, содан жаңағы Ақжол би өліп қалады да, соны Жәнібек пен Керей жаңағы қазақтың рулары құн төлеп қысастықпен өлтіреміз дейді ғой. Әбілқайыр айтады, онда құн аласыңдар дейді, келіспейді. Содан айланып келгенде қазақ пен өзбек болып бір ата қазақты мына Жәнібек пен Керей бөліп кетеді. Сонда арғындардың бәрі қазақтың жағына кетеді да, қыпшақтың көзі өзбектің жағына. Мына Қоқандағы өзбек жүргеннің бәрі қыпшақтар. Содан қазақ пен өзбек бөлінеді. Ал енді бір ел болсақ не болар екен? Шалдар айтып отыр еді бір уақытта. Қазақ өзбек болсақ бізге қалмақ төлі орыстың тісі батпайтын еді ғой деп. Біріксе дейсіз ғой. Бір ел ғой, бір ел болған. Бір ел болсақ не болар еді деп. Енді өзбек не болды? Өзбектер сол кезде шариғаттың заңымен жаңағы ата дәстүрден Шыңғыс ханның жосығынан кете бастады. Жөн жосық деген ата дәстүр ғой бұрынғы. Содан өзбек қазір енді ислам дінін қабылдады. Ұлттық болмыстан айырылды. Қазақтар оны зарт дейді соның кейін. Зарт деген тәжік. Тәжіктің заңына көшіп кетті ғой қазақша айтқанда. Қазақтар да ислам қабылдаған. Исламды қабылдағанымен, исламды қалай қабылдады қазақ? Қазақтың дәстүрінің бәрі ұлттық дәстүр ғой. Симбиоз болды ана, иә. Дәстүрмен жоқ, былайша айтқанда исламды қалай қабылдады, мен сізге айтайын. Намаз оқығандар болды, бірақ бәрі оқыған жоқ. Оның кейін исламды иман келтірді. Онда да оңтүстік жағының көбісі. Оның кейін намаз оқығандар болды, ораза ұстады, қажыға барды. Сонымен қазақтың исламшылығы тәмам болды. Ал мысалы исламда сен қазақтың 7-40 бермейді. Соны әмеңгерлік жолы исламда жетпек пісірмейді. Басқа елдер қазақтан басқа пісірмейді. Шырақ жақпайды. Шырақ жақпайды. Ол сол дәстүрдің бәрі баяғы тәңірдің деп жүр ғой енді. Домбыра тартпайды. Ол өлеңді айтқызбайды ғой. Қазір бақалшылар айтады. Домбыра өлең айтатын болсаң діннен шығасың. Билік болмайды деп жүр ғой. Міне ақымақты. Әркім өзінікін қосты ғой. Ислам дінінен не қалды? Ислам дінінің мына білім кітабы айтады. Біздің досымыз Мұхаммед пайғамбар дейді. Жер бетіне адамгершілікті дейді. Сүйіспеншілікті, махаббатты, сондай көп жақсы қасиетті әкеліп еді. Әркім өзінікі қосып дейді. Исламнан ешнәрсе қалмады дейді. Баяғы пайғамбарлар әкелген діннен ешнәрсе қалмады дейді. Сондықтан біз сендерге осы білім кітабын беріп жатырмыз дейді. Негізгі пайғамбарлар адамгершілікті алып келді. Сүйіспеншілікті алып келді. Махаббатты алып келді. Еңбекқорлықты алып келді. Ал енді әркім өзінікі қосты. Қазір ваххабизм деген не? Нағыз террорист қой ол. Жауыздық деген сөз ғой. Исламның есі де шықпай жүр екен. Ал біздің бауырлар қазір соған кіріп алып, миы шайылып жүр, өйткені ұлттық идеология жоқ. Қазақтың болмысы жоқ. Өйткені айтатын адам жоқ. Түптіғияңды оқымағанның кесірі осы. Түптіғияңды кезінде қарсы келмей оқытқанымызды да жұртқа. Талай жерге біз ана Сирияға барып соғыспайтын еді, біздің бауырлардың бәрі көже қазақша сайрап тұрар еді. Ағылшынға еліктемейтін еді, Европаға еліктемейтін еді. Қашпайтын еді қалтасын ақшаға толтырып алып. Ана билікке отырғызады, тонап ел тонап алады. Қайда барады ол? 2 метр жер бұйырады. Ол мына